Ну приветствую, зрители-смотрители, вы пришли к видео, стоит ли играть в Black Desert в 2022 году, так сказать, врываться. Давай, врываюсь. Ворвался, блин. И в продолжении просмотра я буду комментировать о плюсах и минусах Black Desert. А стоит ли вам играть, решайте сами. Итак, поехали. Пу! Самый первый вопрос у новичка. Жива ли игра? Выпуск игры на территории России 12 октября 2015 года. Сейчас у нас 22 год, игре уже 7 лет. Хочу показать, как сегодня у нас состоят дела с онлайном по игре Black Desert. Немного отступим. Это никакая не реклама Black Desert. Просто заходят, задают вопросы по тематике, стоит ли в нее играть сегодня и как я себя буду чувствовать как новичок. На эти все вопросы я хочу ответить в этом видео. Давайте посмотрим на количество онлайна. Сейчас я нахожусь в этом городе. Как вы можете обратить внимание, сверху справа есть мини-карта. И на этой мини-карте отображаются белые точки. Это живые настоящие люди. Также могу обратить внимание, что города просто кишат всевозможными NPC, которые просто ходят туда-сюда, охраняют эти города. Тут немного я решил прокатиться, посмотреть по дороге, будут ли встречаться у нас другие люди. Да, встречаются. Опа. А вот и попался человек в агрессивном режиме. То есть в этом мире Black Desert можно в любой момент включить PvP режим и драться прямо на ходу, как я это сделал. Решил его проучить и скинуть с коня. Двигаемся дальше. Вот кто-то на тележке катит. Так, добегаем до Кальфиона. В Кальфионе тоже все кипит, все бурлит. А как же у нас обстоят дела на арене? Заходим на арену, и просто массивное количество народу на арене. Хотя ограничение на этой арене составляет 60 человек. И правда, могу сказать, что в 2022 году игра живет и развивается. Господа из компании Pearl Labs выпускают обновления по этой игре каждую среду. И мы, старые игроки, до того уже зажрались, что какие-то там ивентики с мешочками, либо какое-то выпадение трофеев с мобов дополнительное, нас уже это не удивляет. Но также бывают и масштабные обновления. Добавление новых территорий, новых локаций, новых мобов, новых героев. Каждую среду в игре что-то меняется. Ну что, с вопросом, жива ли игра, мы уже разобрались. Дальше. Тяжело ли догнать старичков? Так как это корейская MMORPG, она под собой подразумевает 3 года беспощадного фарма мобов. Игра больше адаптирована на новичков. Что такое старичок? Это совокупная атака и защита, так называемый ГС. Составляет 700. И беру на себя всю ответственность, могу сказать, что старички составляют здесь от силы 5-10%. Процентов 40 это среднячки такие как я, которые начиная от 630 ГС до 700. Пока что вам эти буквы непонятны, разберетесь в дальнейшем, что это такое. И остальные все это получается новички. Мы недавно устраивали челлендж стримеров. То есть создаем новый аккаунт и на протяжении 6 часов развиваем абсолютно нового персонажа. Так вот, за 6 часов можно себя развить так, что можно фармить начальные споты. Такие как фоганы, грибы и все тому сопутствующие. Где доход от фарма этих спотов будет немножечко поменьше, чем я как средний игрок фармлю на более тяжелых мобах. То есть смотрите, начальный игрок может выфармливать 200-300 миллионов, а я человек с опытом выфармливаю за час 300-350 миллионов. Разница не такая большая. Но за 6 часов можно уже добраться до этого результата. Думаю, вопрос, тяжело ли догнать старичков, мы закрыли. Третье. Система доната. В этой игре за счет доната невозможно. Третья система доната. Игра free-to-play, что подразумевает под собой бесплатную игру. Здесь в PvP донат особо не роляет. Если роляет этот донат, то это большие суммы, как я и говорил ранее. Единственное, что может душить, это премиум набор. Он стоит 700-800 рублей. И он дается на 1 месяц. Но новичкам дают до того много вот этих всех плюшек-побрякушек, что они могут не напрягаться по поводу этого премиум набора, наверное, месяца 2. И плюс дополнительно еще по календарям и по всевозможным купонам им добавляются эти премиум наборы. Да, донат здесь нужен, но не в том количестве, чтобы вы прям не смогли играть. Донат здесь больше влияет на комфорт. Просто начните играть в эту игру, и через 2 месяца только стоит задумываться о том, стоит ли тратиться на эту игру. С донатом разобрались, теперь двигаемся дальше. Плюсы и минусы Black Desert. В
первую очередь это оптимизация. Это открытый бесшовный мир, который вмещает в себя огромное количество персонажей. Я бы сказал без ограничений, все в зависимости от серверов. Если взять другие проекты, где количество персонажей на сервере одновременно составляет 2000 игроков, то Black Desert, наверное, и 50 в себя может вместить. Итак, оптимизация. Я эту игру решил запустить на китайской материнской плате с Алиэкспресса. Также это было на процессоре Xeon, серверный процессор, и плюс видеокарта GTX 650. Представляете, 2022 год и GTX 650. Да, игра при этой карточке и конфигурации не блистала какими-то успехами, но она в тот же момент шла вне города, как вы видите, какой FPS. Ну а в городе, конечно, FPS был намного ниже. Но это опять же карточка GTX 650 на 1 гигабайт. Вот вам полная демонстрация этой записи. Также я показываю конфигурацию и все остальное. А вот так вот игра выглядит уже на нормальном железе. На карточке RTX 2070 Super с процессором Ryzen 5 800X. Красота невероятная. Прорисовки, ремастеринг, все шевелится, все живое, игра настоящая. Плюс посмотрите, как происходит оптимизация осад. Да лагает, да виснет, где-то не прогружается. Графику приходится выкручивать на минималку. Но все же, на этой территории находится 10-8 кипов по 100 человек. То есть на небольшом участке сейчас дерется 800 человек. Мое мнение, что в принципе игра оптимизирована. Из минусов можно сказать, что это не пати-игра, хотя MMORPG жанр под собой подразумевает пати-контент. Минусом это является все-таки для людей, которые привыкли играть в Black Desert со своими друзьями, где есть танк, где есть хиллер, баффер, дамагер и все остальные. То есть мы с друзьями пошли, зафармили какой-либо данж, данжей, кстати, здесь нету. Есть все-таки имитация данжей Кратуки и Сикараки, но они не столь популярны. Пати-контента нету, это минус. Для меня это плюс, объясняю почему. Я прихожу с работы, я хочу просто посидеть, повтыкать в мобов, пофармить спокойно и не зависеть от своей КПшки, как это было у меня в линейке, где я нигде не мог состоять, потому что у меня был рандомный онлайн. А те люди, которые находились в пати, они всегда были хорошо одеты и обуты, но они работали постоянно на свою пати. То есть просыпались в 4 утра, просыпались в 6 утра, чтобы зафармить того или иного босса. Меня это не устраивает, поэтому то, что соло игра, для меня это большой плюс. Ребята обозначили, что гринд, на который уходит много времени, это огромный минус игры. Решать вам, но мобов здесь приходится убивать просто тоннами. 90%, наверное, своего времени вы будете постоянно фармить мобов. Как обозначили мои зрители, что здесь большой выбор классов, и они абсолютно правы. Здесь действительно есть на каждый вкус и на каждую прихоть свой класс. Огромное разнообразие. И когда вы определились с классом, вы можете его редактировать просто до невероятных фантазий. Можете сделать со своим персонажем все, что угодно. Это пластилин еще тот. Любой извращенец найдет в этом кайф. И не надо смотреть на моих персонажей. И выбрав персонажа, люди часто хвалят именно PvP боевку в игре Black Desert. Она у вас не сводится к тому, что F1, F2, F3 забинденные, а вам приходится думать, реагировать и прожимать огромнейшее количество комбинаций. К примеру, беру ниндзю, и ребята говорили, что его основная комбуха это 17 скиллов, 17 прожатий различных клавиш. Вам приходится изворачиваться, это все прожимать за доли секунды, чтобы получить результат. Поэтому PvP боевка в игре Black Desert это все-таки кайфовая, не 1, 2, 3.
Но из минусов ребята подметили то, что зависимость FPS. На самом деле, если разлочить FPS, довести его до тысячных цифр, то тогда ваши комбинации будут проходить намного быстрее. Таким в игре занимаются уже про-ПВПшеры, что они разлачивают FPS и стараются за счет этого выигрывать своих соперников. Точно могу сказать, что именно про-ПВПшеры игры Black Desert. То в 2020 году человек, играя на ланке, Федя, привет, выиграл 60 FPS. Турнир среди всех ланок. Многие верят в зависимость FPS, это работает, но не настолько критично. Но все-таки это минус, оно есть. Также к минусам отнесли то, что если вы прокачались и стали сильными, вы по сути дела не можете отвоевать свой же спот. Да, здесь открытое ПВП, но когда вы фармите мобов, приходит какой-либо новичок и просто начинает вам ломать круг этих мобов. Ну, вы привыкли бегать с точка А, Б, В, Г, Д и потом А, Б, В, Г, Д. А вот приходит новичок, начинает у вас Б забирать, начинает В забирать. И если вы убиваете его, у вас становится минус карма, и случайный прохожий может вас убить, и при этом вы можете расточить, потерять уровень вашей заточки шмота. Да, для новичков это большой плюс, но для старичков, что любой может прийти и отжать ваш спот, это очень больно. Относим это к минусам. Большой плюс этой игры — это борьба с РМТ. Real Money Trading. Как-то пафосно сказал. Но в общем, за небольшую сумму вы можете одеться, обуться и быть крутым. Поэтому в игре нету прямого обмена разных аккаунтов. На своем аккаунте вы можете творить все что угодно. Но передать что-либо на другой аккаунт вы не сможете. Если бы такое было, то аккаунты бы взламывали и просто продавали с него все серебро за реальные деньги. Взломы в игре есть, но они по сути дела бесполезные. Да, и плюс сами перлабусы занимаются РМТ. Каким образом? Вы покупаете за донат какую-то вещь, которая по сути дела это внешний костюм, выставляете ее на аукцион и на аукционе ее покупают. РМТ тут есть со стороны перлабусов, но он очень дорогой. Скажу так, то, что вы купили за 1500, вы можете это выфармить буквально за час-полтора. Вот какое здесь РМТ. Зрители также определили в минус то, что это рандом при заточке и дропе. Ну то есть какие-то ценные вещи падают крайне редко. Но на самом деле это большой плюс, так сказать, хардплей идет. А то, что здесь что-то затачивается тяжелее и намного тяжелее, и что здесь не предугадать, это да, это расстраивает, это минус. Но в тот же момент, если бы все легко точилось и доставалось, эта игра людьми бы проходилась очень быстро и было бы просто неинтересно. Я не хочу сравнивать эти игры, но они для меня очень похожи. В отличие от линейки, здесь при заточке шмотки не ломаются. Они просто рангом меньше становятся. Но они не превращаются у вас в кристаллы Б, С. Я уже не помню, как там было. То есть шмотка не исчезает. Она остается у вас, но просто у нее немножко уменьшается сила атаки либо защиты. Из плюсов является большое разнообразие профессий. Но по сути дела эти все профессии мертвы. Тут есть торговля, укрощение, рыбалка, охота, сбор, изготовление, судоходство, бартер. Да, эти профессии есть, но по сути дела 90% этих профессий мертвы. Мертвы они потому, что с них нету такого дохода, как есть с фарма. Но можно сказать смело, что если вам не хочется фармить, вы берете ружье и идете ищете каких-то редких монстров. Начинаете их выфармливать. Но все-таки MMORPG жанр — это не просто PvP и фарм мобов. Это удовлетворение своих глаз, графикой вокруг и того, что происходит вокруг. Удовлетворение своих глаз. Глаза вам понравилось? Да, было четко, офигенно. Можно еще чуть-чуть. Товарищи разработчики обещают в будущем поднять профессии на должный уровень заработка. Поэтому будем ждать. Из минусов также игроки отметили, что это сухие квесты, и хотелось бы, чтобы квесты были поинтересней. Перлабус занялся этой проблемой, и в скором времени выйдет у нас новая локация, где будут озвучиваться все квесты. То есть сухими квестами здесь можно назвать только то, что нужно их читать, и никто не читает и не вникает в историю. Хотя история этих квестов интересна. В них просто не хватает вот этих маленьких мультиков и озвучки. Временами она есть, но не такое большое разнообразие. Игра развивается, игра продолжается. И я могу вас заверить, что на канале Доктора Дозы всегда будут выходить гайды для новичков. И буду стараться выпускать их как можно чаще, чтобы вам помогать развиваться в этой игре. У меня на этом все. С вами был Доктор Доза. Увидимся в следующих гайдах и на стримах. Новичкам привет, старичкам до скорой встречи. Ну а в целом пока. Yeah.